я что-то опускаюсь в откровенный вещизм. Но по сути так оно и есть. 90-е – это история про вещи. Про то, как мы ставили на полку драгоценную банку с фанта. Про то, как мы обыграли в сотку одноклассника и принесли домой коллекцию картонных кругляшков. Про отломанную руку фигурки черепашки-ниндзя. Про минскую коллекцию книг, от которой от черепашек-то и была только одна обложка. Про дискеты и про картриджи. Про фломастеры и про гнущиеся карандаши. Ну ладно, наверное, не совсем, конечно, так. Еще была особая атмосфера второго дома у передач с Супоневым. Или определенное время передач, например, мультиков в 16:20 по ОРТ. Но они тоже были прилеплены к сетке вещания, прибиты, как вещи. Каких-то событий, мероприятий я и не помню. Ну нет, конечно, они были, какие-то школьные экскурсии разной степени интересности, может быть, разовые впечатления от интересных музеев, например, от костей динозавров в том же палеонтологическом, но все это было скорее исключением из правил. Остальные события – это была кровь на бордюрах какого-то убитого бандитами бизнесмена, словно ты живешь в дорожном патруле. Ну, а ты и живешь в дорожном патруле. Это бомж, уснувший в подъезде, наркоман, устроивший пожар в мусоропроводе. Или это встреча с гоп-группой, которой нужно было угадать правильный ответ на вопрос – рэпер ты или металлист? Не угадаешь – нос разобьют, а угадаешь – ну, может быть, и убежишь. В особо тяжких случаях и нос разобьют, и деньги отберут. Мне в этом отношении было проще. Денег у меня не было, ну разве что за исключением, когда меня отправляли сходить в булочную за хлебом. Но булочная была в нашем доме, и бояться было, в общем, и особо нечего. Алексей, где ты зарабатываешь деньги? Я нигде не учусь, но я отобираю деньги. Все деньги? Трясем деньги. Трясем всех. У кого ты трясешь? Ну, такие наши, там кто-нибудь придут, такие типа крутые, но мы их деньги трясем. И много денег ты трясешь за один раз? На дискотеку там наш. Выпить и на дискотеку. О, вот это самое. Родителям ты деньги даешь? Родителям? Нет. Родители, у меня родили сегодня день рождения, я не беру деньги у них. Я только на дискотеку строго. И выпить. Главное выпить, мужики! А почему у тебя такая экстравагантная прическа? У меня? А так задумано. А для чего? Как для чего? Чтоб лучше смотреться. У тебя есть деньги? Да. Много? Хватит. Ну сколько много? Ну сколько? Мне хватит. Ты нигде не работаешь? Нет. Не учишься? Нет. А чем ты занимаешься? Я гуляю. Вообще шанс огрести по ребрам или в нос в любой момент времени был высок. Ботаников никто не любил. А в нашей школе к группе ботаников причисляли любого, кто был способен освоить школьную программу. И таких, конечно, было меньшинство. Большинство были дети улиц, как они себя называли, которые просто для развлечения этих самых ботаников били. Конечно, детям улиц, а затем братве, нужно было как-то писать контрольные, и кто среди братвы был поумнее, тот крышевал своего ботаника, у которого можно было, если что, списать. Я сейчас скажу очень странную вещь, и у меня, похоже, стокгольмский синдром, и меня, наверное, много били под дых, но единицы из братвы были все-таки классными ребятами. Ну, в смысле, они были способны списывать кверху ногами, не задавать вопросы. «Слышь, это написано?» И это при том, что у меня по жизни отвратительный почерк, потому что я в начальной школе так и не понял, зачем нужна была пропись, и всячески ее саботировал. Более того, классные братки не только точно копировали мое решение, но и еще и меня поправляли. И тут минус забыл. Ну, блин, это удивительно. С братками очень вяло для вида боролись в школе. Приглашали милиционеров и пугали детской комнатой милиции.
Но это было, конечно, больше всего для вида. В результате это не помешало некоторым из них торговать наркотиками, другим нюхать клей, а впоследствии, когда был закончен 9 класс, умереть от передоза. Но это про будущее. А в настоящем братки забирали деньги, если они были, били для смеха, ломали вещи. Ну, знаете, дети — это самые жестокие существа, самые беспощадные и беспринципные. Ну, наверное, хуже только маньяки. Впрочем, дети-маньяки хуже всех. Девочки же были в восторге от братков. И когда учительница по литературе дала нам написать сочинение про своих одноклассников в древнерусском стиле, все, как одна, написали про могучих богатырей, коими казались девчонкам дети улиц. Ну, куда уж там изгоем Ботаном. Ну и как вот в таких условиях я могу что-то написать хорошее про школу? Ну да, у нас не было половины учителей и уроков. Я вообще не знаю, что там происходит с ботаникой и что такое крестоцветные растения, или может быть двудольные или однодольные. Ну, учительница по экономике просто сидела на уроках и красилась, пока все ходили на ушах, а кого-то били в углу. «Мне наплевать на вас, я тут просто вас пересижу». Ее дословная цитата. На алгебре же учительница читала пошлые загадки из Мурзилки. Смеялись всем классом. Нет, это не шутка. Но это 90-е, а они заканчивались. Начиналось новое время. Супонев разбился на снегоходе, детское телевидение начало умирать. Да вообще оно начало, это телевидение, умирать, так как первое, что сделал новый президент, это начал вводить цензуру. Через миллениум мы переступили не в новое время, а скорее подняли голову из топи 90-х, но все еще находились как минимум по пояс в ней. И вот раз, и мы проснулись в новом тысячелетии от взрывов домов. Спать стало страшнее, чем когда ты думал в 8 лет, что Крюгер охотится за тобой. Крюгер-то он был вымышленным, а оказаться погребенным заживо было реальностью. Так заканчивались 90-е и начиналось новое тысячелетие. Так себе начало не находите? Мне совсем не нравился новый президент и то, что происходило с моим телевидением, по которому когда-то шел Walt Disney представляет. Мне не нравилось. Я не понимал, почему никто не видит того, что вижу я. Трусливого, с бегающими глазами человека, на которого, как на вешалку, повесили пиджак. Но мои бабушка и дедушка были довольно похожи, потому что он им обещал прибавить пенсию, а вот не это все. Но, с другой стороны, я стал писать свои первые программы на компьютере. Какие-то простые опросники на Borland-C. Сестра уже на старших курсах института и пошла работать в небольшую компанию. Папа продолжал работать в НИИ, и даже ему что-то начали платить, какие-то крохи. Маме, конечно, платили больше, а после дефолта и вовсе платили валютой, но почти все ее деньги уходили на оплату обучения сестры. У меня была задача поступить самому на бюджет, потому что я вон какой умный. Ну да, умный в стране дураков. Если умный, то почему же я такой бедный? Начинался подростковый возраст, а карманных денег у меня так и не было. То есть мне нравилась девчонка в классе. Она только что пришла, новенькая, с серебряными сережками в виде крестиков в ушах, а еще с родинкой на бедре. И вот она девчонка, а денег-то и нет. Это, конечно, здорово, что мы с ней перезванивались и обменивались дисками, но все было... У нее папа очень умный человек, торгует нефтью, а она совсем глупенькая и в этом ничего не понимает. Ну и вот он я, без гроша в кармане, у которого мама уборщица. Сестра приходила вечером с работы и рассказывала, что у них ничего не работает на компьютерах, вирусы, и вообще их 3 девочки, а компьютера рабочих осталось только 2. Что они звонили мастеру, но мастер приходил, а потом все сломалось опять. И так изо дня в день. Каждый вечер я слушал сестру,
Конечно, я давал ей советы, как и что там починить, но что она, обычная девушка, секретарша, сделает? «Ну давай я сам вам все сделаю», — разозлился я. «Ну давай», — ответила сестра. И мы в субботу поехали к ней в офис. Я взял с собой какие-то пиратские дистрибутивы Windows, дискеты и диск с антивирусом, отвертки и начал разбираться. По сути, нужно было переустановить систему и подсоединить компьютер к сети. Но это плевое дело. Сестра спросила, а сколько я хочу за работу. Я понятия не имел сколько. Сестра получала где-то, 200-300 долларов в месяц. Поэтому я предположил, что если у меня это заняло полдня, то логично, что где-то, долларов 5. Но сказал, что хочу 10. Сестра сказала, что надо просить все-таки больше, и я попросил 20. В понедельник пришла вечером сестра и принесла мои зеленые 20 долларов. Представляете? За пару часов любимого дела возню с компьютерами доллары. Огромную сумму. Начальник сказал, что хочет, чтобы мы могли к тебе обращаться, если что. Озвучила деловое предложение сестра. Это была американская фирма, которая собиралась продавать в России комплекты для спутникового интернета. Это как Starlink сейчас, только в начале нулевых. Немножко дороже и скорость чуть похуже. Так как фирма занималась интернетом, у нас скоро появился хоть и не спутниковый, но безлимитный интернет по телефонному проводу, Dial-Up, на один из аккаунтов фирмы. Купленный модем был засунут в PCMCI-слот моего ноутбука. Раздалось механическое жужжание, и вот он, интернет начала нулевых. Internet Explorer 5.0, ICQ 99B. Честно говоря, интернетом я успел попользоваться еще до этого момента. Отец купил к бабушке с дедушкой модем USR Courier V90 и покупал карточки почасовой оплаты от ROL. Это было очень дорого и медленно, но были и ночные безлимитные тарифы, так что мне доставалось бонусом пару часов интернета, когда я гостил у бабушки и дедушки. Но все-таки безлимитный интернет был совсем другим уровнем комфорта. Да, связь обрывалась, когда кто-то снимал трубку телефона или просто звонил на телефон, когда работал модем. Не спрашивайте как. Связь была ужасно медленной и все грузилось очень медленно. Но так как это был безлимит, можно было скачивать музыку часами, а потом чатиться с людьми с другой стороны земли. Сестра чатилась с молодыми людьми в кроватке, а я на gameland.ru с обитателями его чата. И особенно с девочкой из Якутска, с Челси. Но это так, это было где-то далеко. Серьезное было тут, в реальном мире. Первую свою зарплату я попросил поменять папу на рубли. На рубли я купил к 8 марта маме 2 коробки помадки, сливочную и кофейную. Мама очень любила помадку, просто не подумайте, что я жадничал. И еще открытку купил. На остальные деньги я купил какую-то красивую коробку конфет ассорти для девочки из школы. И еще розу. Сейчас, мне кажется, что она была просто ужасная. Вся какая-то мятая, облезлая. Хотя есть еще какое-то другое воспоминание, что там была упаковка. Не могла же быть одна роза в упаковке. Или могла. Может, это было и несколько роз, так как деньги у меня еще после всех покупок даже остались. Но это не важно. Маме с утра 8-го я отдал подарок, на что в ответ получил. Не нужно было, сам открывай эти конфеты и ешь. Да, обидно, конечно, но сейчас не до этого. Я заранее позвонил девочке и попросил о встрече. Вечером, часов 8, была совсем не мартовская погода. Было морозно и зябко. Я стоял в оговоренном месте с коробкой конфет и цветами под желтым светом уличного фонаря. Она опаздывала, а я переживал. Но уже через минут 5 после оговоренного времени она пришла с подружкой под руку. Подружка, как мне кажется, удивилась. Чего бы ей встречаться с каким-то там ботом? «Привет, это тебе с 8 марта», — промямлил я. «Спасибо. Ты, Наташ, иди, а?» — сказала она.
Подружка ушла, а девочка подошла ко мне ближе, взяла цветы и конфеты. Она спросила, откуда все это, и я ей рассказал про свою работу, о том, что это, конечно, не мои первые деньги, но теперь это стабильная работа, и ты такой умный, я половину не поняла, сказала она и поцеловала меня в щечку. Второй заказ не заставил себя долго ждать. Нужно было починить сеть на 2 компьютерах. Но теперь я был подготовлен, даже достал вместо 98-го диск с Windows Millennium. Но главное, я знал, что нужно просить больше. 2 компьютера, значит и цену нужно поднять. $80. Сестра позвонила начальнику, но тот сразу отказал. А я испугался, что, наверное, не стоило просить больше, чем в прошлый раз, но все-таки попросил. А 60? Идет. Так я научился тому, что на рынке США тебе дают столько, сколько ты просишь, но не больше, чем это стоит. А еще это означало, что я могу зарабатывать даже больше, чем сестра за месяц, просто поковырявшись с компьютерами, раз 5. Но это казалось теорией, так как часто компьютеры все-таки не ломаются, принтеры не подключаются, и, конечно, выходило, не больше, наверное, где-то 100, чуть больше долларов в месяц. Но для школьника это были громадные деньги. Это была почти четверть, пусть и плохонького, но нового компьютера в сборе, о котором только еще мечтали мои одноклассники. С девочкой мы встречались. На некоторых уроках сидели за одной партой. На литературе точно, что очень раздражало учительницу. Один раз нам сказали выучить стихи каких-нибудь иностранных поэтов. И мы с девочкой оба выучили сонеты Петрарки и зачитали их друг другу. Учительницу это как-то особо задело. 5, садись, сама-то крутишь хвостом, а ему учиться надо и в институт поступать, а не за твоей юбкой бегать. Я учился и работал, и не бегал вроде. Было очень обидно, хотя тогда я больше переживал за реакцию девочки, которая в слезах выбежала из класса. После этого больше мы с ней не сидели рядом никогда. Возможно, даже мы стали реже проводить время вместе. Хотя однажды она мне вручила карманный календарь, где была на обороте фотография девушки в белом нижнем белье. Смотри, как на меня похоже, почти как на фото. И вправду, было очень похоже, как будто она чуть постарше. Но только у моей девочки белье было не белым, а бордовым. Время быстро закрутилось и завертелось. Снег растаял и приближалось лето. Конечно, когда что-то происходит хорошее, обязательно оно должно закончиться и наступить что-то плохое. Не знаю, как у других, а в России именно так. Принцип зебры – это детское объяснение. Серьезное объяснение этому феномену в том, что если вокруг тебя все хорошо, то значит ты чего-то не видишь полной картины. Если вам все еще нужна зебра, то тогда аналогия такая. Если ты видишь потоки света, это просто ты высунулся из задницы зебры, но обязательно засосешься в нее обратно. Так произошло и со мной. Рухнули все мечты. С девочкой мы расстались, компьютер перестал читать почти все диски, и американская компания спешно закрывалась. В этом был один положительный, конечно, момент. Все имущество раздавалось сотрудникам. Делилось поровну на каждого. Нам с сестрой досталось 2 стола. Рабочий, прямоугольный, и круглый из переговорки. А также компьютер Celeron 400 МГц. Да, мне в придачу zip-драйв. Денежный поток иссяк, хотя у меня и остались достаточно весомые накопления за полгода работы. Часть из них я потратил на новую материнскую карту, процессор и память с видеокартой. Почти целиковый компьютер получается. Остальное я оставил на черный день. Конечно, подушка личных денег внушала какое-то спокойствие, но она была не вечной, а притока денег никакого не предвиделось. И это был минус. Плюсом было то, что при наличии 2 компьютеров в доме можно было собрать локальную сеть. Соединив 2 компьютера через перекрестную витую пару, мы играли с 2 моими друзьями в Quake 2 по сетке почти каждый день. Может, это было не самым крутым компьютерным клубом, но во всяком случае это было бесплатно. Может, из-за того, что ноутбук не тянул что-то круче, и это был только 2-й, а не 3-й Quake.
Но это было не так уж и плохо, особенно на фоне того, что вместе с деньгами и фирмой растворился и безлимитный интернет. Но, к счастью, быстро нашлось решение. Несколько месяцев до этого произошло одно событие. На уроках информатики мне было ужасно скучно. И скорее я мог бы рассказать больше учителю про IPX-сеть и кабельную разводку компонентов системного блока, чем рассказывал он классу про то, как двигать мышкой Windows. Поэтому я всячески пытался себя развлечь, притаскивая игры на дискетах, а в классе стояли 386-е. И каждый раз учитель их удалял. Прятать приходилось изощренно под программой Windows, например, и все равно время от времени компьютеры чистились. До той поры, пока учителю не надоело, и он не предложил мне в сердцах: «Ладно, вот пройдешь Prehistoric 2, будешь делать, что хочешь, или хочешь вообще не ходи на мои уроки». Ну и это было сложно. Не с первого раза, но все-таки я дошел до конца, но это оказался не конец, а только то, что на изи была только часть игры. Финальный же уровень был доступен только на более высоком уровне сложности хард. Я не смог и проиграл спор. Но это было только начало. Через пару уроков я пришел на испытание и прошел его до конца. Но да, это было похоже на киберспорт. Весь класс стоит за спиной и болеет за тебя. Непередаваемого ощущения. Впрочем, моя победа означала то, что смысла мне не было ходить на урок, а вот портить машины всякой дрянью мне было интересно. Чтобы это делать уже более свободно, я записался на дополнительные занятия по информатике с другим учителем, роль которого выполнял какой-то студент. Ну, в принципе, это было неважно. Парень был веселый, чего-то даже интересное рассказывал, а главное, пропадал по паре часов в кабинете директора. В свободное от посторонних время мы с друзьями, которые тоже, конечно, записались, хотя и в основном я испытывал разные вирусы на одном из компьютеров, а потом мы восстанавливали. Коллекцию вирусов я записал на дискету с диской. Там было их штук 20 или 30 разной степени ужасности. Мы попробовали все, кроме Чернобыля, так как последний бы превратил компьютер в груду металлолома. Не только деструктивными вещами мы, конечно, занимались, и играми, но, например, в углу стояли еще два компьютера PC XT с монохромными ядовито-зелеными мониторами. Покопавшись в них, через пару попыток мне удалось их заставить включиться и перейти в загрузчик. Но, увы, дальше было никак, так как жесткий диск отсутствовал и было взять его, в общем, неоткуда, да и загрузочной дискеты 5.25 у меня не было тоже. Ну и вот, в одно из таких занятий студент не пришел. А нам все равно открыл дверь в кабинет наш учитель алгебры и геометрии. Именно он курировал того паренька. Мы сидели и рубили в смертельной битве в Doom на троих, в десматч. Сетка IPX ужасно тормозила, и больше нужно было стрелять наугад, где появится противник, а не где он реально был. Но все-таки было весело. Спустя час учитель вернулся и сказал: «Ты че, самый умный? А ну пойдем со мной». Он отвел меня к директору, и мне было немножко страшно, так как я никогда у директора не был, хотя каждый из детей улиц был у директора с завидной регулярностью. У директора он посадил меня за компьютер и сказал: «Ну, я тут сидел в интернете и что-то нажал, и все зависло, починишь?» «Ну что ж, починю». Я включил монитор и обомлел. На экране блондинка употребляла африканский белок в повышенном количестве, а поверх этого действия повис диалог, мешающий как-либо закрыть или сменить открытое окно, мол, заплатите денег. Ну, это было достаточно интересным, и вкусы блондинки на экране, и вот такой вот вирус-вымогатель. Но, к счастью, он достаточно легко снимался через защищенный режим. Учитель меня поблагодарил и сказал, что я ничего не видел.
А он тоже ничего не видел, что мы там игры устанавливаем. Ну вот и с тех пор игры на компьютерах, ну хотя бы маленькая их доля, оставалась стоять на компьютерах в классе информатики. И не нужно было все устанавливать сызново каждый раз. Но вернемся обратно из прошлого во время повествования. С момента событий вируса-вымогателя меня учитель вызывал еще несколько раз. Там были разные дамы каждый раз и разные сайты, но примерно одинаковый сценарий с вирусами. Я, конечно, пытался объяснить нашему математику про какую-то элементарную компьютерную гигиену, но, похоже, это было бесполезно. Ну, слушайте, ну сколько можно к вам ходить? Мне эту работу вообще-то раньше деньги платили. И вот совсем я не ожидал услышать. Ну, а хочешь, и мы будем платить. Мне была назначена на следующий день встреча с директором. Директор рассказал о рекомендации учителя и предложил мне должность системного администратора в школе. Но так как я учусь, то на четверть ставки, но зато с оформлением в трудовой. Я подумал, что это было бы неплохо, тем более, что в пересчете на часы получалось больше времени, чем было в американской фирме. Да, директор сказала, что, конечно, платить в долларах они не смогут, но это полноценная часть ставки секретаря учебной части. Особо была рада мама моему предложению, потому что это означало трудовой стаж, пенсия, да и вроде как я при делах буду. Аргументы мамы мне были не сильно интересны, для меня все-таки было более важным собственный доход и доступ хоть к учебному, но не ограниченному интернету. Я приходил после уроков на работу и сидел с усердием до часов 8, может быть 9 вечера, набивая тексты, приказов всяких, там, записок за секретаршу. Меня утром дергали с уроков, чтобы я помогал бухгалтерам включать монитор и внести данные в какие-то таблички. Я менял ленты на матричных принтерах и чернила на струйных. Да я даже сделал сайт школы, на котором были фотографии, расписание, новости и даже бегущая строка. Ссылка на сайт была добавлена на сайт образовательного портала города. Ну, в общем, все серьезно. И спустя месяц я пришел расписываться за первую зарплату. За целый месяц. Расписавшись, нужно было сходить в отделение банка и снять деньги со сберкнижки. Вот так, официально, с налогами, как у взрослых. И с большим энтузиазмом я отправился пешком в банк. Отстоял очередь, все как полагается, и отдал документы в окно, и получил сберкнижку. «Снимаем деньги», — сказал я. И кассир пропечатал с таким грохотом, скрипом операцию на моих пустых страницах книги. В сберкнижке лежали рубли, целых 75 рублей. За месяц работы. В пересчете на доллары $2,5.